Сегодня в выпуске альбом Чимина вернулся на первое место в одном важном чарте, в том же чарте есть Джин, который стабильно удерживает свои позиции. BTS разделили пальму первенства со Stray Kids в одной из категорий, а Hype собирают новую группу. Кроме того, обнаружен еще один брат Чонгука, а Джин подвергся оскорблениям в эфире итальянского радиошоу. Рекорды победы и достижения у Дженни, Розе, Энхайпен, ATEEZ и не только. Концертные новости при участии Stray Kids, ATEEZ и G-Dragon. G-Dragon анонсировал новый полноформатный альбом, а Чайну из Астра и Чан Мон из Айв украсили собой обложки журналов. Супер Junior рассказали, почему они так и не смогли распасться за 20 лет. Мингю и Seventeen подвергся критике за то, что он сделал в адрес Дженни, а Kickflip, новая группа JYP, извинилась за недавний инцидент. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 224. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, не забывайте, что на Бусти всегда можно получить ранний доступ, нет блокировок тормозов, а также там возможность поддерживать трехмерность автора и жизнь вот этих роликов тоже имеется. Кто подпишется, тот молодец, кто подписан, уже молодец. Далее защитный баннер на экране висит, правила, пояснения интересные и многое другое ждет тех, кто его прочтет. Стрим ближайший 13 февраля после новостей. С вами, как обычно, Максим, новости индустрии, мы начинаем. Поехали. А начнем мы сегодня с группы Kickflip, новая группа JYP Entertainment. И они уже за что-то извиняются. Чуете запах? Возможно, где-то опять зажрались фанаты. Давайте подробнее. Kickflip, группа-новичок JYP Entertainment, недавно подверглась критике за то, что не смогла как следует исполнить хореографию хита Twice Cheer Up. Группа появилась в новом выпуске Idol Radio и во время одной из игр должна была станцевать под Cheer Up. Однако их танец показался неловким и неуверенным, и это вызвало резкую критику со стороны некоторых фанатов Twice. В итоге Kickflip извинились в прямом эфире. Извинения группы вызвали онлайн-дебаты о том, заслуживают ли ребята такой резкой реакции. Спойлер, нет. В то время как некоторые пользователи сети утверждают, что группе не нужно было извиняться за что-то столь незначительное, другие предположили, что JYP Entertainment просто использует шумовой вирусный маркетинг, чтобы повысить популярность новичков. Вот что пишут корейцы на одном из форумов. Нужно было просто проигнорировать такое ощущение, что они использовали это как своего рода вирусный маркетинг, лол. А это просто чрезмерный шумовой маркетинг? Нет, они на самом деле получают ненависть. И есть группа в Твиттер с кучей ретвитов, высмеивающих их. Я просто надеюсь, что эти люди покинут фэндом. Выглядит так, словно это сделано намеренно. Поскольку они извинились, теперь группа новичков получает все это внимание. JYP ни за что не заставили бы их извиняться, если бы они не стремились к маркетингу. JYP слишком долго в индустрии, чтобы это было случайностью. А вы думаете, они использовали бы что-то подобное для маркетинга? Это смешно. Но они серьезно получают много ненависти, множество ретвитов, и люди на самом деле злятся. Компания не могла сделать это намеренно, они действительно получили много негативной реакции. У людей действительно слишком много свободного времени. А я не говорю, что оригинальный автор поста статуник JYP, но сам факт того, что это привлекает внимание, попадает в заголовки, является формой вирусного маркетинга. Это не то, за что нужно было извиняться, но не знать хореографию. Странно, теперь их, вероятно, попросят сделать это на других шоу. Но ведь они вроде танцевали под нее. Странно критиковать их за то, что они ее не знают, и также странно заставлять их извиняться. А они действительно вышли в прямой эфир, чтобы извиниться? Разве извинения вообще оправданы? Они имеют право не знать. Но ведь можно не знать танец, почему их за это ненавидят? И многие другие комментарии. Мнения разделились, и я думаю, запах рубрики «Фанаты зажрались» уже пронзил ваши ноздри, дорогие дамы и господа. Знать все невозможно, послушать всю музыку тем более, а знать всю хореографию тоже около тех категорий, которые я назвал выше, поэтому, не знают они хореографию женской группы из того же агентства, и что теперь, расстрелять их что ли? Но некоторым особым фанатам только дай повод, чтобы на кого-нибудь напасть и доказать свою важность бытия фанатом, когда это единственное достижение в жизни. Поэтому парням из Kickflip, конечно, удачи, а если это все маркетинг, то, видимо, он сработал. Двигаемся дальше. Итак, Hype хотят собрать новую японскую группу. Давайте подробнее. Hype запустит программу прослушивания для создания японской мужской группы. 2 февраля Hype Labels Japan объявили, что премьера их новой программы прослушивания для мужской J-pop группы Cheer High Dream Start Line состоится на Nihon TV 15 февраля. В этом 8-серийном шоу будут представлены 11 участников, называемые бегунами, на их пути к дебюту.
Программа продемонстрирует их усилия по мере того, как они расширяют границы, соревнуясь и поддерживая друг друга в этом путешествии. Зрители увидят искренние и вдохновляющие моменты, показывающие, как эти начинающие айдолы следуют за своими мечтами. Ким Джи Джун, певец, работающий как в Южной Корее, так и в Японии, будет выступать в роли задающего ритм, подбадривая и наставляя участников на протяжении всего их пути. Ведущими программы станут актер и комик Кадзима Кадзуя и диктор Нихон ТВ Ясумора Наоки. В официальных аккаунтах шоу в социальных сетях был опубликован промо-постер, на котором участники показывают свои руки, соединенные в жесте решимости. Дополнительный контент, включая профили участников, будет постепенно публиковаться в соцсетях программы и на YouTube-канале Hype Labels Plus. Ну, вот, такая история. Будет шоу, видимо, на выживание или что-то около того. Возможно, даже посмотрим на Бусти, кто знает. Ну и да, новая японская группа у Hype, почему бы и да. Все, двигаемся дальше. Люди крайне сильно удивлены тем, что сказала Дженни из Blackpink касаемо еды. Что же сказала эта стройная девушка, давайте подробнее. Дженни из Blackpink недавно сделала неожиданное признание о своих привычках в еде. Появившись 31 января в эпизоде YouTube-шоу Hiri Club, который ведет Хири, Дженни рассказала, что она не особо любит есть и хотела бы, чтобы существовала таблетка, которая могла бы заменить еду. Во время шоу Хири и Дженни говорили о своих любимых блюдах, и участница Blackpink поделилась. «Мне больше всего нравится корейская еда. Когда я еду за границу, еда мне не по вкусу», она добавила, «поэтому я могу есть только хот-пот на основе томатного супа». Ведущая Хири признала, что большая часть ее заработка уходит на еду. Она сказала: «Думаю, я трачу в основном на питание. Из моего дохода довольно большой процент уходит на то, чтобы поесть хорошую и вкусную еду». Затем она спросила Дженни: «Ты не так сильно любишь есть?» На что ты ответила: «Не особо, да люди вокруг меня тоже жалеют об этом». Когда Хири спросила: «Ты случайно не хотела бы заменить свою еду простой таблеткой, если бы могла?» Дженни ответила без колебаний: «Я бы с удовольствием. Интересно, почему что-то подобное до сих пор не изобрели». Дженни продолжила: «Мне жаль, я просто извиняюсь. Раньше часто так говорила, мне всегда было лень есть или решать, что поесть». Она добавила: «Но теперь я стала намного лучше. Теперь я говорю что-то вроде: о, я хочу съесть токпоки». Что пишут корейцы на одном из форумов. «Я раньше думал, что к этому возрасту уже будет какой-то прогресс технологии питания, по крайней мере, что-то, что облегчит диету. Примерно 15 дней в месяц я нахожу готовку раздражающей. Заказ доставки кажется пустой тратой денег, а поход за едой слишком трудоемким. Когда я ем хорошо, но я думаю, что это гормональное». Я завидую. Да, у меня то же самое, я тоже этого хочу. Решать, что есть, раздражает, готовить еду раздражает, и даже убирать после нее раздражает. Хотелось бы, чтобы была таблетка, которая заставляла бы меня чувствовать сытость и обеспечивала бы питательными веществами. Думаю, это имеет смысл, если ты действительно устал и занят. Я люблю есть, так что не могу это понять, но я немного завидую. Я тоже, так утомительно. Честно говоря, с такими передовыми технологиями просто невероятно, что у нас до сих пор нет таблеток-заменителей пищи. Я люблю есть, но когда я болею, слишком занят, чтобы съесть еду, я бы с удовольствием попробовал что-то подобное. Это также сократило бы количество пищевых отходов и было бы полезно во многих отношениях. Это мило, лол. Я, может, не гурман, но я полностью соглашусь. Я буквально читаю это, пока ем курицу. Похоже, эта жизнь безнадежна, лол. Я думала о курице всю дорогу домой. Но в целом люди удивлены, либо поддерживают, но мне интересно ваше мнение. Считаете ли вы, что было бы круто иметь таблетки, которые бы заменяли, волшебные таблетки, вы же знаете этот прекрасный термин. Чудес не бывает, нужно в любом случае есть овощи, мясо, крупы и прочие продукты питания, разнообразные для того, чтобы восполнять все микро-макронутриенты и прочее, и прочее. Единственная жидкая еда, которая более-менее заходит, это протеин растворимый. По сути, это сушеное молоко, яичный белок и прочие штуки. Но, глядя на Дженни, можно сказать, что есть она действительно не очень любит. Поэтому ваше мнение в комментариях, нужны нам такие таблетки, хотели бы вы такие таблетки, съел горсть таблеток и пошел. Пишите, а мы двигаемся дальше. И снова рубрика «Ох уж эти безумные фанаты зажрались». Дженни из Blackpink получила лайк от Mingyu17, и Mingyu17 подвергся критике. Вау, как неожиданно, давайте подробнее. Несколько дней назад Дженни публиковала в популярной социальной сети фото, посвященное выходу ее грядущего сольного альбома Ruby, релиз которого запланирован на март. Некто из фанатов заметил, что Мингю из группы Seventeen лайкнул этот пост, когда он только появился. Некоторые пользователи сети расценили это как знак дружеской поддержки, однако другие раскритиковали Мингю за неосмотрительность. Ух, ты неосмотрительный айдол, все, конец карьере. Люди, которые встали на сторону Мингю, отметили, что он уже давно дружит с Рисой из Blackpink и, возможно, таким образом выразил поддержку ее подруги по группе Дженни. Однако те люди, которые раскритиковали Мингю, отметили, что для подобных знаков внимания существует личный аккаунт, который ему и стоило использовать, и обвинили его в подглядывании за деятельностью другого айдола. Сейчас комментарий вам прочитаю. А разве Мингю не общается с Лисой? Думаю, тогда он общается и с другими участницами Blackpink. Пару лет назад Дойон из NCT тоже ошибся, поставив лайк на пост Дженни. Ну и что с того?
ключевой вопрос, ошибся. Если уж вы хотите заглядывать на страницы других айдолов, то хотя бы делайте это незаметно. О, это могут быть просто коллеги по индустрии, что в этом такого? Вы, наверное, захотите отрицать это, но все известные люди всегда чекают информацию друг о друге. Блин, я просто хочу, чтобы он мог просматривать чужие аккаунты в частном порядке. Мингю, ты же знаешь, что если случайно поставишь лайк или подпишешься на кого-то, люди будут говорить об этом. Ты слишком беспечен. Мингю много раз ошибался, когда подписывался на кого-либо и ставил лайки. Пожалуйста, просто посмотри, это все с какого-нибудь личного аккаунта. Мингю даже подписывается на какие-то странные аккаунты, вообще делает кучу ошибок. Когда айдолы-мужчины совершают ошибки, в этом обычно обвиняют айдолов-женщин. Это будто бы стало базой. Парни уже за пальцами своими судить не могут. Серьезно? Он ведь может быть близким другом Дженни, верно? Он также дружит с Лисой, и Дженни даже приходила на его концерт. Это было несколько дней назад. Какой смысл поднимать сейчас эту тему? Ну, последний вопрос риторический, но... Вы видите, ключевой вопрос не в том, что, может быть, айдолу можно лайкать и смотреть чужие аккаунты. Нет, ошибка. Ошибка была в том, что он не использовал личное. То есть люди почти на 100%, по крайней мере, в приведенных комментариях, солидарны с тем, что это ошибка. Просто некоторые говорят, ну, ошибся и ладно, а другие ошибся и конец тебе. Фанаты зажрались, и ваша любимая рубрика на здоровье. Ну, какие я могу вам сказать здесь выводы? Ну, это бред полный. Подумаешь, поставил несчастный лайк. И что? Может, он альбом ждет, может, он фанат. Откуда... Знаете, в последнее время уже голова болит от всего этого. Наша редакция не поддерживает практику, когда лайки в социальной сети, особенно на безобидную публикацию касаемо грядущего альбома артиста, являются чем-то преступным. Надеюсь, среди зрителей этого канала большинство согласны с данным утверждением. Это не преступление и не ошибка. Двигаемся дальше. Инхёк из Super Junior рассказал, почему у них не получилось распасться. Давайте подробней. 31 января участник Super Junior Инхёк появился в музыкальной программе KBS 2 The Seasons Lee Yeon-ji Rainbow. Участие Инхёка в программе было приурочено к выпуску его первого сольного мини-альбома Explorer. Инхёк поделился своими впечатлениями. Кажется, в последний раз я был здесь лет 7 назад. Я помню, что мы все... участники группы Super Junior выступали вместе. Сидеть здесь одному немного странно и волнительно. Ведущая Ли Йон-джи отметила, что в этом году Super Junior отмечает 20-летие группы. Она сказала: «20-летие? Это удивительно. Сколько тебе было лет, когда ты дебютировал?» На что Инхёк ответил: «Я дебютировал в 20 лет». Услышав это, Ли Йон-джи с недоверием спросила: «Подожди-ка, тебе сейчас 40?» Пока Инхёк смеялся, Ли Йон-джи продолжала: «Как же может быть 40, когда у тебя такое лицо? Ты выглядишь на 17. Инхёк не принял это и воскликнул: «17? Ты просто издеваешься надо мной. Если бы ты сказал, что я выгляжу на 30 небольшим, я бы сказал спасибо, но это уже перебор». На свой секрет сохранения молодости Инхёк рассказал: «Возрастная азиатская магия». Ладно, на самом деле он сказал другое. «Я на самом деле делаю только одну вещь. Каждую ночь без исключения использую маску для лица. Я делаю это уже 7-8 лет. Я использую маски Medihel, не знаю, не реклама, но вот он их использует. У нас есть старшие участники группы, и они выглядят очень молодо. Средний возраст участников около 41 года». На это Ли Йон-джи спросила: «Мне больше интересно не то, как вы сохраняете молодость, а то, как вам удается поддерживать командную работу на протяжении 20 лет». Инхёк с юмором ответил: «Кажется, мы просто упустили подходящий момент. Было несколько случаев, когда мы могли распасться. Мы часто ссоримся. Иногда у нас были серьезные ссоры. Я думал, неужели мы распадемся? Но почему-то это никогда не происходило. Вот какая жалость». Инхёк добавил: «Думаю, мы просто упустили момент, и теперь, если нас не будет вместе, это будет странно. Мы стали настоящей семьей, у нас очень близкие и комфортные отношения». Затем Ли Йон-джи рассказал о том, как Инхёк курирует и режиссирует концертные сцены Super Junior и похвалил его. Он поделился: «Я лично занимаюсь всем, начиная с концепции сет-листа, чертежей сцены и заканчивая освещением. Мне всегда нравилось создавать перформансы, заниматься режиссурой, для этого важны страсть, терпение и выносливость». После этого Ли Йон-джи затронула тему его гонораров, на что Инхёк сказал: «Это, наверное, стоимость небольшого автомобиля, но управлять участниками группы сложно. Проблема начинается уже с момента сбора. Никто не приходит вовремя. Шиндон, как только появляется, сразу заказывает еду, а Шивон уходит на деловые встречи посреди репетиции. И если смотреть на каждого по отдельности, все в порядке, а когда они вместе, превращаются в дураков». В тот же день Инхёк исполнил титульный трек своего первого сольного мини-альбома Up and Down, а также хитовый дуэт Super Junior D&E Опа-Опа. Ну что ж, такая вот история. Не получилось у Super Junior распасться, вот же потеря. Не было бы хорошей группы, да? Ну, в принципе, другого я и не ожидал от участника группы, которая славится своим хорошим чувством юмора. Местами, может, специфическим, но хорошим. Так что Super Junior еще 20 раз по 20 лет, и двигаемся дальше.
А дальше у нас девушки, которые never give up, это BB Girls, и они рассказали о том, как смогли выплатить все свои долги. Давайте подробней. BB Girls, ранее известные как Brave Girls, рассказали о том, как успех песни Rollin', ставшей вирусной в 2021 году, помог им в финансовом отношении. Недавно группа, в состав которой входят Миньон, Инджи и Юна, появились на музыкальном ток-шоу Ильян G Rainbow. Трек Rollin' был впервые выпущен в 2017 году и стал неожиданным хитом 4 года спустя после того, как был представлен в вирусном видео, созданном фанатами. Впоследствии некоторые другие песни, включая We Ride 2020 года, также поднялись в чартах Южной Кореи. We Ride и Rollin' сделали нас теми, кто мы есть, и мы действительно объездили всю страну с этими двумя песнями. Мы, вероятно, можем сказать, что провели общенациональный тур, поделилась группа. Rollin' вышла в 2017 году, но кто-то сделал ролик с ней в 2021. Благодаря этому мы смогли увидеть свет, и она стала хитом спустя столько времени, в результате чего мы пришли сюда сегодня. Добавили участницы, вспоминая, как они перешли от нулевого графика к суперзанятости всего за один день. Они упомянули, что в загруженный день у них бывало по 7-8 мероприятий. Участницы также рассказывали о том, как сняли 25 рекламных роликов для бренда в течение 3 месяцев после этого внезапного успеха. Это было такое чудо, мы смогли выплатить большой долг, который у нас был перед компанией. И мы смогли подарить нашим родителям машины, погасить студенческие кредиты и помочь нашим семьям, рассказали BB Girls. Между тем, недавно BB Girls вернулись с сингл-альбомом Love 2, который стал их первым релизом с тех пор, как Юджон покинула группу в прошлом году. Их предыдущий релиз One More Time вышел в августе 2023 года. Прекрасно, девушки никогда не сдаются, и здорово, что вот работали, и со временем песня смогла им отплатить добром. Но не без помощи того, кто этот ролик сделал, видимо, просто из любви к коллективу. Или просто так. В любом случае, если заниматься любимым делом, то так, как BB Girls. Вот никогда не сдаваться. Девушкам всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас Чаньоль из Экса и его интервью, в котором он рассказал, почему выбрал правильную профессию. Давайте подробнее. Чаньоль из Экса представил новую фотосессию и дал интервью для журнала Arena Home Plus. Пропустим прелюдию и перейдем к вопросам. Сегодня, 31 декабря, день нашей съемки. Как вы обычно проводите последние дни уходящего года? Каждый год обязательно смотрю, как бьет колокол. Жду до полуночи дома, смотрю церемонию по телевизору и ложусь спать. А утром 1 января готовлю ток-кук, традиционно корейский суп с рисовыми клетками. Вы сами готовите данный суп? Сейчас столько хороших наборов для готовки продается. Я вроде бы готовлю сам, но можно ли это назвать полноценной самостоятельной готовкой? Не знаю, смеется. Сегодня я на всякий случай забронировал место на кемпинге. Если не буду сильно уставшим, то поднимусь с собакой посмотреть рассвет. С сентября вы проводили свой сольный тур Cityscape. Наверное, это стало одновременно сложным, по-настоящему особенным испытанием. Самое большое отличие ощутил после концертов. Когда я возвращался в гостиницу, было слишком тихо. Обычно в такие моменты мы с участниками Экса выпивали по бокалу пива, алкоголь вредит вашему здоровью. Но тут я был один, и это было странное чувство. На сцене тоже было тяжело, потому что я должен был вести шоу почти 2 часа в одиночку, но мне было приятно, что я мог еще ближе общаться с фанатами. Был ли у вас секретный прием, который вы готовили для этого тура? Гитара. Я играл вживую. С детства постоянно играю на гитаре, и мне всегда хотелось выступать с ней на сцене. Это было невероятное счастье. Когда я посмотрел записи концертов, то заметил у себя на лице выражение, которого никогда раньше не видел. Тогда я понял, что я счастливый человек, когда я играю на гитаре. Подписываюсь под каждым словом. Во время этого тура вы исполняли каверы на популярные песни разных стран, что стало настоящей сенсацией. И изначально я планировал петь просто свои любимые поп-песни, но потом подумал, хей, раз у меня есть такая возможность, почему бы не исполнить композиции, которые знакомы и любимы в каждой стране? Пусть даже не идеально, зато с большим смыслом. К тому же сам процесс подготовки был очень увлекательным. Для меня это стало по-настоящему особенным опытом. Есть ли песня, которая запомнилась вам больше всего? Lemon Yonzu Kenshi, которую я исполнил в Японии. Я давно люблю эту песню и часто ее слушаю, поэтому она особенно мне запомнилась. Вьетнамская песня Si Thin Huang Thu Lin тоже была особенной. Вы знаете этот мотив Тинг Тинг Танг Танг? Она ведь стала вирусной в социальных сетях. Я сделал свою аранжировку и получил огромное удовольствие, исполняя ее. А еще мне понравилось петь If Possible, We Bird во время тура в Гонконге и Гаосюне. Это очень красивая песня, но самое главное, фанаты были в восторге, и именно поэтому эти моменты остались в памяти. Если бы вы выбрали песню Экса для кавера на гитаре, какую бы вы исполнили? Темпо. У этой песни очень необычное звучание, к тому же я ее особенно люблю. Думаю, с ней можно придумать множество интересных аранжировок. В августе вышел ваш сольный альбом Blackout. Была ли у вас какая-то цель при его создании? Самым большим вызовом для меня было найти баланс между музыкой, которую я хочу делать, и музыкой, которая нравится фанатам. О, слушайте, прямо, опять же, золотые слова. Это оказалось сложной задачей, но после долгих размышлений мне все же удалось найти точку соприкосновения, и в итоге, мне кажется, я сделал выбор, который понравился и мне, и моим слушателям. Часто бывает, что любимая музыка и музыка, которую человек хорошо исполняет, это разные вещи. Как обстоит дело в вашем случае? У меня это очень ярко выражено. В повседневной жизни я люблю спокойные композиции, которые можно слушать, расслабившись на диване. А вот на сцене мне лучше всего удаются рок-композиции с ярко выраженной инструментальной частью.
Поэтому в Blackout я специально разделил 6 треков на 2 категории. Половина соответствует моим музыкальным предпочтениям, а вторая половина тому, в чем я наиболее силен как исполнитель. В феврале в Сеуле пойдет анкор-концерт, выбор финальной песни, наверное, особенно сложен. Можете приоткрыть завесу тайны. Финальная песня, скорее всего, станет I'm on your side too. Я написал ее, думая о XL. На протяжении всего тура я был уверен, что именно эта песня должна завершить наше путешествие, и название и текст идеально подходят для финального аккорда. В интервью многие музыканты признаются, что стали певцами благодаря Экса. Наверняка вам тоже доводилось слышать такие слова. Какие чувства вы при этом испытываете? Я просто встречаю младших коллег, которые говорят мне об этом, и каждый раз испытываю эмоции, которые трудно выразить словами. Когда-то я сам впервые услышал музыку и начал мечтать о сцене, восхищаясь кем-то. Я знаю, насколько искренни и ценны такие чувства, поэтому, услышав подобные признания, я снова и снова говорю себе, что я должен создавать музыку, за которую мне не будет стыдно. Мне еще много предстоит показать, так что нужно стараться еще больше. Вы постоянно занимаетесь написанием песен, на что вы обращаете особое внимание в процессе создания музыки. Для меня важно довести работу до такого уровня, чтобы я сам остался полностью доволен. Но это почти невозможно. Спойлер. Если я уже на этапе создания слышу какие-то недоработки, но все же решаю с этим смириться, значит я делаю неискреннюю музыку. Мысль и так сойдет, в итоге всегда превращается в «надо было чуть больше постараться», поэтому я стараюсь не забывать. Прежде чем убеждать других, я должен убедить себя, что моя музыка действительно хороша. Я слышал, что вы очень талантливы и быстро учитесь новому, а задумывались ли вы когда-нибудь о другой профессии помимо музыки? Я люблю пересматривать одни и те же дорамы. Недавно уже в 6-й раз посмотрел Мисен. В нем очень реалистично показана жизнь офисных работников Кореи. Я сам никогда не сталкивался с таким опытом, поэтому иногда думаю, какой бы была моя жизнь, если бы я работал в офисе. Есть ли что-то новое, чему вы учитесь сейчас? Не сказать, что я изучаю что-то принципиально новое, но очень много времени провожу с гитарой. Для меня это больше развлечение, чем работа. Даже во время написания песен я не испытываю стресс, а просто получаю удовольствие. Кажется, поэтому я почти перестал выходить из дома. Сейчас мои дни проходят так: слушаю музыку, набрасываю идеи для песен, играю на гитаре. Больше всего времени провожу в студии с инструментом. Бывают ли моменты, когда вы думаете, как же здорово, что я стал певцом? Конечно, когда встречаюсь с фанатами. Последние несколько лет я отмечаю день рождения на встречах с поклонниками. Обычно собирается около 1000 человек. В этот раз концерт тоже совпал с днем рождения, и я получил столько поздравлений. Это ведь действительно невероятно. Есть люди, которые приходят, чтобы увидеть меня, и мы можем вместе весело провести время. В такие моменты я думаю, как же мне повезло. Каким человеком вы хотите быть через 13 лет? Мне бы хотелось, чтобы люди, глядя на меня, думали, что Чанёль — человек, который по-настоящему любит музыку, и музыкант, способный создавать крутые концерты. Это вроде бы само собой разумеющееся, но для меня это самая большая мечта. Последний вопрос. Каким будет ваш последний ужин 2024 года? Я купил набор для кимчи-чиге. Думаю, поеду на кемпинг с собакой и сварю его там. Счастливого Нового года. Ну да, интервью было относительно давно сделано, но опубликовано совсем недавно. Много интересных мыслей, я даже подчеркнул самое интересное лично для меня. Часть интервью я не вставлял, потому что там много разговоров про концерты было, сами выступления, вот подготовка к сцене и так далее. Кому надо, можете сами почитать, но в целом очень познавательно, интересно и приятно услышать мысли, которые тебя посещают самого. По сути, единомышленника найти. Так что, Чанёлю всего хорошего и двигаемся дальше. А далее у нас Чайну украсил обложку журнала, давайте подробнее. Чайну, актер и участник группы Астра, стал звездой февральского номера Эль Корье. Элегантная классика, солнце и теплые оттенки делают Чайну еще более безупречным. Тут мало текста, поэтому я растягиваю как могу. 9 января появились сообщения о том, что Чайну, вероятно, исполнит главную мужскую роль в новом проекте сестер Хон. Агентство актера также добавило, что в настоящее время он снимается в фантастической комедии «Чудо-дураки». Чайну играет неловкого в общении государственного служащего, который объединился с персонажем Пак Ин Бин для расследования таинственных исчезновений людей. Вот такие вот фотографии, ну, ничего нового, как обычно, хорош. И фотограф свою работу тоже знает. Все, успехов на съемках, двигаемся дальше. А далее у нас Чан Вонён Изаев сияет на обложке журнала. Давайте подробней. Чан Вонён Изаев появилась в качестве звезды обложки февральского номера журнала Cosmopolitan Korea. 31 января Cosmopolitan Korea представили потрясающую фотосессию артистки в сотрудничестве с Хапа Кристин. Или Хапа Кристин. Известная своей красотой и сценическим присутствием, участница Айв запечатлела суть современной элегантности в этой долгожданной цифровой фотосессии. Захватывающие снимки демонстрируют ее шикарный стиль и яркие образы. Артистка легко сочетает классическую моду с современными тенденциями. Ее сотрудничество с Хапа Кристин привносит в съемку свежую, смелую энергию, подчеркивая универсальность Вонён как восходящей иконы моды и музыкальной сенсации. Эта специальная обложка знаменует собой еще одну веху для Вонён, которая продолжает покорять поклонников по всему миру. Полная фотосессия и эксклюзивное интервью будут как только так сразу. Что сказать? По-прежнему хороша. Умеренно стройна, но все-таки объем присутствует. Чан Вонён всего хорошего и двигаемся дальше.
G-Dragon анонсировал свой альбом, давайте подробней. G-Dragon выпустит третий полноформатный альбом Ubermensch «Суперчеловек» 25 февраля. 4 февраля по корейскому времени G-Dragon объявил о выходе альбома с помощью тизера. Видео начинается с завораживающего силуэта G-Dragon, который идет сквозь переливающиеся огни, мгновенно притягивая внимание. По мере того, как силуэты сливаются, они трансформируются в логотип U из Ubermensch. Этот дизайн ранее появлялся в выступлении к музыкальному видео Power. Биение сердца, наложенное на шум толпы, напоминающие восторженные крики фанатов, усиливает ожидание, достигает кульминации в момент раскрытия названия альбома и даты его выхода 2025-02-25. Альбом Ubermensch станет первым полноформатным релизом G-Dragon за 11 лет и 5 месяцев. Учитывая долгий перерыв, как фанаты, так и представители музыкальной индустрии с нетерпением ждут его грандиозного возвращения. Всем интересно как концепция, так и выбор момента для камбэка. Название Ubermensch восходит к философии Фридриха Ницше и означает сверхчеловека, личность, способную преодолеть собственные ограничения. G-Dragon, неизменно оставаясь артистом по природе, намерен раздвинуть границы и переосмыслить себя, вернувшись еще более сильным и впечатляющим. Ну, посмотрим. Думаю, что сомневаться в качестве альбома не приходится. Возможно, все 11 лет артисты делал как раз этот альбом. Ну, по крайней мере, у многих, возможно, будут такие ожидания. А может, он делал его последний год, а может быть месяц, а может быть за неделю, кто знает. Потом, возможно, расскажет. Что ж, будем послушать и двигаемся дальше. G-Dragon и Deson выступили на мероприятии своего друга, давайте подробней. Участники Big Bang, G-Dragon и Deson присоединились к Таяну на его сольном концерте. 1 февраля Таян из Big Bang провел концерт в рамках своего тура The Light Year. Мероприятие состоялось на Inspire Arena в Инчхоне, и певец порадовал зрителей потрясающим выступлением, исполнив множество хитов. Сюрпризом шоу стало то, что его товарищи по группе G-Dragon и Deson вышли на сцену вместе с ним для специального выступления. Deson исполнил свои песни Wings и Look at Me Gwisun или Gwisan, после чего G-Dragon выступил сольно и спел свой недавний хит Power, затем Deson и Таян присоединились к нему на сцене, чтобы исполнить новый совместный трек Home Sweet Home. Толпа взорвалась криками, и их приветственные возгласы разнеслись по всему залу. В прошлом году GD и Deson также появились на первом шоу сольного тура Таяна в Сеуле. Кроме того, Big Bang обрадовали фанатов, выступив втроем на церемонии вручения наград Мама и исполнив свои культовые песни, такие как Bang 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 и Fantastic Baby. Между тем, G-Dragon и Таян также недавно участвовали в качестве гостей на ток-шоу Десона на YouTube Zip Deson. Поклонники были чрезвычайно взволнованы этим эпизодом, так как это был первый раз, когда все три участника появились вместе за много лет. Более того, во время недавнего интервью Таян рассказал, что Big Bang сделал что-то особенное в честь своего 20-летия, которое группа отметит в 26-м году. Ну что ж, парни выступили вместе, это прекрасно. Двигаемся дальше. Концертные новости начинаются с группы ATEEZ, которая ушла в Sold Out. Давайте подробней. ATEEZ распродали билеты на финальные концерты своего мирового тура 2025 года. Билеты на концерты группы Towards the Light Will to Power в Сеуле, запланированные на 22-23 марта, были полностью распроданы. Это произошло сразу после открытия продаж 3 февраля в 20:00 по корейскому времени. В прошлом году ATEEZ подтвердили свой статус глобальных топ-исполнителей, успешно проведя мировое турне с этим же названием в Сеуле, Японии и Северной Америке. В этом году группа продолжает встречаться с фанатами по всему миру в рамках европейского тура 2025 года. Спустя примерно 1 год и 2 месяца после начала мирового тура 2024 года ATEEZ завершат его грандиозным финалом в Сеуле, откуда все началось. С каждым выступлением они увеличивали масштаб своих шоу с невероятной скоростью. Этот финальный концерт в Сеуле не только знаменует их выход на сцену KISS Pivot Dome, который является сценой мечты для многих артистов, но и вновь продемонстрирует их популярность мирового уровня, подтвердив это полной распродажей билетов. Финальные концерты Toward the Light Will to Power состоятся 22-23 марта в KISS Pivot Dome в Олимпийском парке Сеула. Поздравляем коллектив с солдаутом, успехов на выступлениях, льда на зубах и двигаемся дальше. А далее у нас Jisoo, который отправится в свой первый фан-митинг-тур. Давайте подробней. Участница Blackpink Jisoo объявила о проведении своего первого фан-митинг-тура. 4 февраля агентство артистки Blissoo представило постер в официальных социальных сетях, объявив, что в 2025 году она направляется в сольный тур под названием Lights, Love, Actions. Предстоящий тур будет включать 7 остановок в крупных городах Азии. Jisoo начнет тур в Маниле, затем встретится с поклонниками в Бангкоке, Токио, Макао, Тайбэе, Гонконге и Ханое. Ожидается, что конкретные даты, места проведения и другие подробности мероприятия будут объявлены в ближайшее время. И официальный постер на экране. Между тем, Jisoo готовится к выходу своего нового сериала «Ньютопия», а также завершила съемки в фильме «Всеведущий читатель». Недавно она анонсировала свое долгожданное возвращение с сольным альбомом Amortage, релиз которого... Amortage оно считается, из двух слов сделано французских, релиз которого запланирован на 14 февраля, День Святого Валентина. Новый альбом будет включать в себя 4 песни, в написании которых участвовала сама артистка. И тоже вот картинки представлены на экране. Точнее, картинки, неуважительно, фотографии, прям фотографище, ух, хороша. Ну что ж, успехов на выступлениях и двигаемся дальше.
А далее у нас Stray Kids, которые шокируют людей масштабом своих шоу. Давайте подробнее. Недавно Stray Kids поразили фанатов, раскрыв впечатляющее количество запланированных мероприятий на 2025 год, включая гастроли по всему миру. Группа начала свой мировой тур Dominate в августе 2024 года, а на днях объявила о дополнительных концертах, продлив тур до июля 2025 года. Поклонники быстро заметили невероятные размеры выбранных для тура площадок. Все они вмещают не менее 20 тысяч человек, а некоторые рассчитаны на 70 и 80 тысяч мест. Фанаты составили таблицу со всеми площадками для тура, показав впечатляющую вместимость каждой из них. Пользователи сети выразили свое изумление мировой популярностью и влиянием Stray Kids. Многие были ошеломлены способностью ребят распродать такие большие стадионы в стольких странах. Вот некоторые комментарии. Это действительно невероятно! Они так популярны за рубежом! Stray Kids — это реальная тема. Я видела статьи в зарубежных СМИ о том, что Stray Kids — самый большой кей-поп-тур в истории. Кажется, это огромный успех. Они могут заполнить даже 80 тысяч мест, это удивительно. Вау, это потрясающе, у них должно быть плотный график, надеюсь, они позаботятся о своем здоровье. Stray Kids действительно потрясающие, они так хорошо выступают на сцене, что заслуживают такой популярности. Ого, на стадионе во Франции даже 80 тысяч мест. Вау, интересно, сколько они зарабатывают на турах? Хочу, чтобы в Корее тоже была такая огромная концертная площадка. Даже самые маленькие площадки вмещают 20 тысяч. Ого. Надеюсь, участники позаботятся о здоровье и благополучно завершат тур. Люди в восторге, люди удивлены, а ведущий присоединяется к пожеланиям крепкого здоровья, потому что откатать такое большое количество концертов и параллельно, судя по всему, заниматься созданием новой музыки — это нелегкий труд, кто бы что ни говорил. Поэтому пацанам, конечно, удачи, привет, фрирайчи, и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями у нас открывают сразу две группы, которые сравнялись в одной категории. Это Stray Kids и BTS. Давайте подробнее. Stray Kids получили золотой сертификат с еще одним альбомом в США. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний официально присвоила золотой сертификат мини-альбому Stray Kids 2022 года Maxident за продажу более 500 тысяч копий в США. Maxident стал четвертым альбомом Stray Kids, получившим золотой сертификат после Five Star, Rockstar и 8. Кроме того, это 8-й золотой сертификат группы в целом. Ранее Stray Kids удостоились золота в США синглами God's Menu, Maniac, Backdoor и Thunderous. Таким образом, Stray Kids повторили рекорд BTS по наибольшему количеству альбомов с золотыми сертификатами RIA среди кей-поп исполнителей. В настоящее время обе группы имеют по 4 разных альбома, получивших золото в США. С чем мы, конечно, и поздравляем группу Stray Kids. Пацаны вообще ребята, привет фрирачи, BTS тоже молодцы. Как бы это не соревнование, кто быстрее, выше и сильнее, это просто статистика о том, что вот две группы достигли таких больших охватов. На это нужно смотреть именно так. И поэтому всем успехов в творчестве. Как обычно, говорю вам, это не конец ролика. На экране написано бумажка защитная, список бустеров. Спасибо, дамы и господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Большое спасибо. Далее Бусти. Доступно все без блокировок, тормозов, ограничений, ранний доступ, дополнительный контент, возможность писать в личку, сейчас идет голосование за марафон следующий, так что можете принять участие с любого уровня подписки. Что еще? Это прекрасная возможность поддерживать физическое здоровье вашего ведущего, давайте уже не будем лукавить, и выход роликов, который зависит как раз от того, будет ли ведущий в этом мире или в ином. Вот, как бы это драматично и жестоко не звучало. Так что да, спасибо всем, кто подписывается, подписан и подпишется. Далее другие каналы, которые тоже веду. МП Tube — это у нас реакции, марафоны и так далее, комментарии, связанные с музыкой. MP Entertainment, самый свежий релиз, вот он здесь, 13 февраля, следующая песня. Да, ждать осталось недолго, если вы этого, конечно, ждали. И Telegram, чтобы, конечно же, не теряться. И это не конец выпуска, мы с вами двигаемся дальше. А далее у нас виртуальная группа Playv, которая побила рекорд Melon Music. Давайте подробней. Playv продолжают набирать популярность и достигать новых вершин со своей музыкой. Виртуально айдол-группа стала первым и единственным кей-поп-артистом, чей альбом набрал более 10 миллионов прослушиваний за сутки на Melon Music, одной из крупнейших стриминговых платформ в Южной Корее. Группа установила новый рекорд со своим последним альбомом Caligo Part 1 или Caligo, выпущенным 3 февраля. Согласно данным, опубликованным Melon, данный альбом набрал 10 миллионов 78 200 прослушиваний всего за 16 часов с момента выхода альбома. Между тем, Caligo Part 1 включает в себя 5 треков, начиная с Chroma Drift, написанного Playv, Sakazan, Vendors Ebim и Vendors Coldin. Второй трек — это заглавная композиция Dash, где группа снова сотрудничает с El Capitan и Vendors Zenur. В альбом также входят песни Reese, Island и 1232 A2T. Поздравляем артистов! Счастья, здоровья, успехов и видеокарт помощнее, чтобы их рендерило лучше. Двигаемся дальше.
Куда же мы с вами без Розе и Бруно Марса? И у них снова достижения. Давайте подробней. Совместная песня Розе из Blackpink и Бруно Марса АПТ повторила рекорд хита Марайи Керри в чарте Billboard Global за исключением США. По данным за неделю, которая закончилась 8 февраля, АПТ провела 14-ю неделю на первом месте в Global за исключением США, повторив рекорд, установленный культовой рождественской песни Марайи Керри «All I Want for Christmas is You» по количеству недель на вершине чарта. АПТ также вернулась на первое место в Billboard Global 200, отметив 12-ю непосредственную неделю на вершине чарта и увеличив собственный рекорд как кей-поп песни с наибольшим количеством недель на первом месте. Кроме того, АПТ осталась на первом месте в радиочарте Billboard Pop Airplay на своей 15-й неделе. Примечательно, что АПТ — первая песня кей-поп-исполнителя, когда-либо возглавлявший чарт. Она также поднялась на новую вершину в чарте Billboard Radio Songs, расположившись под номером 6. В Billboard Hot 100 АПТ осталась на третьем месте, проведя в чарте 15 недель подряд. Она также сохранила свою позицию на втором месте в чарте Billboard Digital Song Sales, снова став второй самой продаваемой песней недели в Соединенных Штатах, а также поднялась на 4 место в чарте Streaming Songs. Тем временем сольный альбом Розе «Рози» провел 8-ю неделю подряд в чарте Billboard 200, заняв 26 место. Он стал первым альбомом сольной кей-поп-исполнительницы, который продержался в чарте 8 недель подряд. Рози также расположился на 33-м месте в чарте Top Current Album Sales на этой неделе. Наконец, Розе заняла 34-ю строчку Billboard Artist 100, отметив свою 16-ю неделю в чарте в качестве солистки. Поздравляем Розе и Бруно Марса, успехов, счастья и... двигаемся дальше. А далее у нас та самая девушка, которая пела в гробу, Дженни из Blackpink, возглавила чарты iTunes. Давайте подробнее. Трек Дженни Love Hangover, записанный совместно с американским музыкантом Домиником Файком, возглавил чарты iTunes. Участница Blackpink и сольная исполнительница представила новую песню 31 января. Вскоре после выхода Love Hangover feat. Доминик Файк, композиция заняла первое место в чартах iTunes во многих регионах мира. Love Hangover возглавила песенные чарты iTunes как минимум в 33 странах, включая Армению, Бразилию, Коста-Рику, Макао, Малайзию, Перу, Филиппины, Сингапур, Вьетнам и другие, по состоянию на 1 февраля. Кроме того, песня дебютировала на 4-м месте в мировом чарте iTunes и на 8-м месте в европейском чарте. Между тем, Love Hangover feat. Доминик Файк является предрелизным синглом из грядущего полноформатного альбома Дженни Ruby, релиз которого запланирован на март этого года. Что ж, поздравляем прекрасную девушку с этими достижениями, хоть она и не очень любит есть, но тем не менее все равно искренне поздравляем ее. И посмотрим, что будет в альбоме, пока все песни были прям хороши. И двигаемся дальше. А далее у нас Jimin, Jin, BTS, ATEEZ, Stray Kids, I-LIT, ENHYPEN и многие другие Billboard World Albums. Давайте подробнее. Billboard раскрыли чарт World Albums за неделю, завершившуюся 1 февраля. Сольный альбом Jimin из BTS Muse вернулся на вершину чарта World Albums, отметив свою 3-ю непосредственную неделю и на 1-м месте. Muse также поднялся в Billboard 200 на своей 27-й неделе, установив новый рекорд по длительности пребывания в чарте среди сольных кей-поп альбомов. SKZ Hop Hip Tape Hop группы Stray Kids занял 2-е место на своей 6-й неделе в чарте World Albums, а также провел 6-ю неделю подряд в Billboard 200, расположившись на 94-м месте. Альбом ENHYPEN Romance Untold сохранил 5-е место на своей 28-й неделе в чарте World Albums, а альбом антологии BTS Proof остался на 6-м месте на своей 137-й неделе. Crazy Le Sserafim сохранил свою позицию на 7-м месте на 20-й неделе в чарте, в то время как Eight группы Stray Kids поднялся на 8-е место на 27-й неделе. I Like You I-LIT занял 9-е место на 11-й неделе в чарте, за ним следует Golden Hour Part 2, ATEEZ на 10-м месте на 10-й неделе. Get Up New Jeans снова поднялся на 12 место на 72-й неделе в чарте, а Spill the Feels 17 на 15 место на 14 неделе. The Star Chapter Sanctuary TXT занял 16 место на 12 неделе в чарте, а сольный альбом Jin из BTS Happy 17 место на 10 неделе. Альбом группы GOT7 Winter Heptagon дебютировал на 18 месте в чарте на этой неделе, за ним следует Made a Big Bang на 20 месте на 15 неделе. 17 is Right Here 17 на 21 месте на 32 неделе и We Plash Espa на 24 месте на 12 неделе. Всех поздравляем, всем успехов, счастья, здоровья, кто служит хорошей службы, и двигаемся дальше. А далее у нас Jin из BTS, который, к сожалению, подвергся отвратительным оскорблениям от ведущего одного итальянского радиошоу. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Поклонники BTS потребовали извинения от популярного итальянского радиошоу Radio 105 после того, как ведущие проявили неуважение и оскорбили Джина во время одного из выпусков. Ситуация началась после того, как в шоу прозвучала композиция Джина из BTS Running Wild во время одного из сегментов. Один из ведущих, Марко Маццоли, агрессивно отреагировал на композицию, как только она начала играть. Марко: «Ха-ха, давай сними эту занозу в заднице». Другой ведущий: «Нет, Марко, да мне по...» И там на заборе самое популярное слово, соедините и получите, что он сказал. Другой ведущий: «Я вам уже сказал». Марко: «О да, конечно, мы не можем оскорблять BTS, но мне все равно».
Поклонники были возмущены тем, как ведущий говорил о песне Джина и устроили акцию в социальных сетях, требуя извинений от всех ведущих, причастных к инциденту, а также от радиошоу. После гнева в сети, один из ведущих радиошоу, Фабио Алисей, обратился к своим личным историям в одной социальной сети, чтобы прокомментировать и ответить на негативную реакцию. Хотя многие думали, что это будет извинение, фанаты были удивлены, увидев, что у Алисея или Алисия были только более оскорбительные комментарии. Однако на этот раз комментарии были направлены на фан-базу BTS Army. Ситуация еще больше усугубилась во время выпуска радио, который вышел в эфир после истории Алисея или Алисия в социальной сети. Во время сегмента своего ежедневного шоу ведущие продолжали издеваться и оскорблять Арми, а также Джина. Даже доходило до отвратительных комментариев. Все их приводить не буду, потому что в первом случае я вам там буквально замазал, намекнул какое слово, дальше там слова пожестче и уже как-то придумать альтернативу посложнее будет. Поклонники немедленно перевели его комментарии и выкрикнули все оскорбления, направленные в их адрес. Они организовали шаблон для массовой рассылки, чтобы они могли сообщать о ведущих радиошоу и их комментариях в адрес Джинов Хайп. Поклонники также пытаются отправлять электронные письма в сеть шоу и даже их спонсорам. Фанаты надеются, что Big Hit Music или Hype разберутся с ситуацией и защитят Джина и фэндом от подобных комментариев. Многие также продолжают требовать надлежащего ответа и извинений от радиошоу в сети. В целом, если пройтись по комментариям, то там либо ответные оскорбления, либо более адекватные просьбы «перестаньте не уважать известных артистов и извинитесь», а также угрозы, что армия — это сила, мы вас отменим, мы вас найдем и подвергнем правосудию. Вот такая история. Что вы думаете, пишите в комментариях. Конечно, наша редакция не поддерживает травлю, оскорбления, унижения и прочее в адрес кого бы то ни было, в том числе и артистов, потому что артисты для вас трудятся в конце концов. Ну а ведущим стоит задуматься о том, что, возможно, в Италии тоже есть фанаты, и, может быть, среди них попадется какой-нибудь неадекват, который найдет, где находится студия этого шоу, попытается сделать что-нибудь противозаконное. Мы, конечно, этого не ждем и не желаем такого. Будем надеяться, что ведущие все-таки принесут извинения, но есть вероятность, что после принесения извинений останутся они без работы. Джину всего хорошего. Двигаемся дальше. А следующая новость — это у нас найден очередной брат Чонгука. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. В общем, в одной социальной сети был опубликован пост, где показан молодой человек, который очень сильно похож на Чонгука. Многие сказали, что он похож на смесь разных знаменитостей. Но при этом многие сказали, что да, он похож на Чонгука, это его брат. Он такой красивый, почему он не знаменитость? И, опять же, еще некоторые комментарии. Он действительно похож на Чонгука. Честно говоря, я подумал, что это Чонгук, когда он почесал голову. Я думал, что на первом фото брат Чонгука, а на втором сам Чонгук. Особенно людей привлек момент там, где данный парень чешет вот волосы, очень похоже показалось им. А оказывается, это старший брат участника будущей мужской группы Ноэра Джунпё. Ну, название группы на всякий случай на экране. И так похож, не похож, пишите в комментариях, и не нужно устраивать тут какие-то войны, это просто развлекательная новость. Вот нашли человека похожего, бывает такое, бывают похожие люди, ну, а бывает не похожие. Похож, не похож, пишите в комментариях. На фоне того, что новостей почти нет, ни про кого. Думаю, такие вот милые истории вполне себе. Ну а настоящему Чонгуку, конечно же, хорошей службы и скорейшего возвращения домой. И вот такой у нас сегодня был выпуск. Возможно, будет сцена после титров, кто знает, но новостей в последнее время не особо много. Но, тем не менее, все еще рассчитываю на вашу поддержку. И те люди, которые смотрят без подписки, надеюсь, что вы все-таки подпишетесь, поставите лайк, нажмете колокольчик. И тем, кто это уже сделал и делает постоянно, большое спасибо. Всем, кто смотрит, опять же, подписывается на Telegram, комментирует адекватно. Бустерам, YouTube-спонсорам, донатерам тоже большое спасибо. Это очень сильно помогает роликам тянуться к отметке, выйти хотя бы в ноль. Ну, курсы валют поменялись, и теперь хотя бы до нуля добираться уже было неплохо. Что еще? Про стрим я сказал, 13 февраля будет. И, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. И сцена после титров, да, еще раз повторюсь, стрим будет 13 февраля. Во-вторых, спасибо большое тем, кто посмотрел до этого момента, вы классные, вы молодцы. В-третьих, что с пальцем, усталость хроническая и прочее ведут к тому, что вам не стоит брать в руки резиновую киянку, чтобы подлатать кое-что, прибить, а потом промазать по пальцу таким образом, что у вас кусок мяса вот так вот отлетит и будет болтаться на коже. Точнее, ну, в общем, кусок пальца так вот оторвало здесь, и он как бы на 2/3 был оторван. Вот эта подушечка здесь. Не пришил, а приложил по отпечатку пальцев, все продезинфицировал, приклеил, показывать не буду, потому что зрелище неприятное. Сейчас, в общем, все заживает, все нормально, чувствительность у пальца здесь есть. Ну, в общем, да, если вы переутомлены, устали, у вас уже все в глазах плывет от отсутствия сна, то лучше не занимайтесь какими-то такими работами, которые могут нанести вам травму.
Вот, это если кто-то будет спрашивать, что с пальцем. Слишком много лайков ставил, поэтому повредил. Такая вот история. Ну а сейчас либо сцена после титров, либо ничего. Оказалось, появилась еще одна новость, связанная с группой, которую многие ждут здесь, и при этом еще и с NewJeans. Каким образом? Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавно Даниэль из NewJeans провела прямую трансляцию из своей студии, которую она делит с сестрой. Ее сестра Оливия Марш также появилась в прямом эфире. Однако определенный момент из ее живого выступления привлек большое внимание пользователей сети. Ее видели подпевающие песни My Universe, Coldplay и BTS. Пост в интернет-сообществе собрал более 100 тысяч просмотров, поскольку его участники раскритиковали ее за исполнение песни BTS во время судебного разбирательства с Hype. Однако, некоторые пользователи сети посчитали, что ничего страшного не произошло, поскольку она не конфликтовала с BTS лично. Цитаты. «Она же в судебном процессе с Hype, а не с BTS. Почему все перегибают палку? Я армия, и она не в ссоре с BTS. А армия не имеет ничего против этого. Кого волнует, что она поет песню BTS? NewJeans не воюет с BTS». Песня просто автоматически заиграла во время прослушивания песен Coldplay. Было бы еще более странно, если бы она пропустила песню. Что вы думаете по этому поводу? Ну да, тут... В вопросе BTS тут нету правильного ответа, ты всегда будешь неправ в глазах некоторых фанатов. А в остальном, подпела девушка песни. Трагедия. А чего они ожидали? Что она споет мужским голосом одного из участников группы? Тоже было бы странно. Но в целом, да, вот такая новость, как обычно, люди завоняли, непонятно из-за чего, но большинство адекватное пишет, что какая разница, опять же, прямого конфликта между артистами нет. Проблемы — это NewJeans и Adore Hype разбираются между собой. И Минхи Джин еще где-то там. Поэтому просто вот такая вот небольшая новость, что в очередной раз вот подвести к тому, что цените и любите своих артистов, уважайте их, поддерживайте и не занимайтесь травлей, критикой тех, кому и так нелегко в данный момент. Это даже не только про NewJeans, а вообще про многих. В целом, такая вот история. Пока что это все, но кто знает, может быть, монтажная версия с другого ракурса расскажет вам чуть-чуть больше новостей, если они, конечно, появятся. И появилась еще одна новость, которая связана с Джином. Фанаты недовольны тем, что его игнорировал кто, зачем и почему, давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Комик вызвал гнев, рассказав, что в прошлом игнорировал Джина из BTS. Тем не менее, хотя они являются одной из самых популярных групп в мире, BTS, у них было скромное начало, и, к сожалению, они не пользовались уважением многих в индустрии. Один комик вызвал негативную реакцию, признав, что игнорировал BTS. В последнем выпуске шоу Run Jin одним из гостей был комик Хо Кён Хван. Комик рассказал, что у него было прошлое, о котором он не знал, когда дело касалось BTS, о котором он узнал в доме шеф-повара Ли Йонбока, когда он и Джин были в доме шеф-повара. Джин рассказал комику, что однажды он задел его чувства. Комик рассказал, что когда они вместе были на одном из шоу в прошлом, участник BTS поздоровался с ним, но на приветствие не ответили взаимностью. Хотя Джин не мог вспомнить, он подыграл и изобразил шок и гнев. Кён Хван сказал, что хочет прояснить отношения между ними. Когда пост был опубликован, армии выразили свое возмущение тем, что многие знаменитости спокойно признаются в своем плохом обращении с BTS, а некоторые заявили, что, похоже, комик хотел прославиться, а не искренне извиниться за свои действия. И вот некоторые комментарии тоже попробую перевести вам на ходу. Каждый раз, когда BTS появляются на развлекательных шоу, появляется какая-то новость и история о том, что их кто-то игнорировал, когда они были недостаточно известны, чтобы те корейские комики или кто он там относились к ним с уважением, и они просто поднимают вопрос так небрежно, как будто это не имеет большого значения. Там было пропущено одно не очень приличное слово. BTS лучше меня, и слава богу, что они действительно хорошие люди. Мне тоже кажется, что поднять этот вопрос — это еще один тонкий выпад в некотором роде. Совсем не кажется искренним. Это потому, что Джин сейчас крутой, или вы искренне сожалеете о своей грубости? Это такая больная тема. Эти люди действительно продолжали доказывать, как они игнорировали BTS, когда они еще не были популярны. Зачем они вообще поднимают этот вопрос, когда самим BTS уже все равно? Я действительно не понимаю, почему они кажутся гордыми, говоря, что они не ответили на приветствие, типа, что вы хотите, чтобы они сделали, лол, и другие комментарии. Общий их мотив вы могли понять из озвученного. Что вы думаете, пишите в комментариях, и я скажу, что, наверное, здесь ничего преступного нет, потому что, группы появляются каждый день, молодые артисты появляются каждый день, и на старте карьеры никто никому особо не нужен чаще всего, особенно в то время, это какой был год, 10-й, 11-й, 12-й, вот в тот период всем друг на друга было плевать, и
вполне себе очевидно, что кто-то мог не поздороваться или там не проявить уважение. Сай, вспомните, если не помните, то могу напомнить, он буквально там в офисе компании, где работал, танцевал как идиот в коридоре в надежде, что его заметят какие-то старшие менеджеры и покажут руководство. Вот буквально он дотанцевался так по-идиотски до того, что стал мировой сенсацией. И то же самое здесь, это обычная практика, и люди, которые там с ума сходили в комментариях и матом крыли, как вы смели, это ж BTS, неважно, что это был старт карьеры, они ж потом стали великими, ну так сейчас-то они стали такими, хорошо. Ну, то есть это можно долго обсуждать, потому что по такому принципу, ну, им должны были многие кланяться еще в школе, потому что в будущем их найдет Бан Шихёк и сделает из них известных артистов. Жалко, что не все мы способны смотреть будущее, как те экстрасенсы, которые пишут комментарии. А в остальном, ну, по-моему, это просто веселая ситуация для веселой программы, которую ведет Джин, и не более того. Опять же, ваше мнение в комментариях. А Джину, конечно же, всего хорошего и побольше сил, проектов у него достаточно много. И в целом больше новостей пока нет. Так что до новых встреч!